Добрый день! Меня зовут Катерина Аджар, и я представляю вашему вниманию свой авторский проект «Пора меняться». Я являюсь дипломированным преподавателем этикета и элегантности манер, а также являюсь основателем и руководителем сети детских центров развития «Зайка Project». И первую героиню для своего проекта я выбрала именно из наших студентов. Давайте с ней знакомиться. Привет, я Соня, мне 13 лет, приехала в Турцию 2 года назад. Живу тут с родителями, с мамой и папой, и у меня есть брат и собака. В Зайку я хожу уже почти 2 года, здесь я занимаюсь балетом. Почему именно Соню я выбрала из всех? Потому что однажды к нам пришел в клуб какой-то парень. Я была уверена, что это мальчишка в таком худи оверсайз и в капюшоне. И когда этот парень снял свой капюшон, и я увидела просто очаровательную девушку с голубыми глазами, замечательной кожей, улыбкой и с толстенной, просто красивенной косой, я была поражена. И еще больше я была поражена, когда узнала, на какое занятие пришла Соня. А она пришла именно на занятие балетом. С того дня я начала наблюдать за этой девочкой и поняла, что она учит у нас уроки в комнате для переодевания, сидя на полу в полумраке в течение часа. На все мои предложения поменять локацию и перебазироваться куда-то за стол Соня всегда отвечала отказом. Когда я увидела танец Сони, я поняла, что в этой девушке живет две абсолютно разные личности. Одна открытая, утонченная, изящная леди, и вторая вот этот вот мальчишка в капюшоне. И я предложила ей принять участие в моем проекте. С Соней мы познакомились 2 года назад. Она пришла ко мне на урок чисто случайно, да, нашла просто, как говорится, школу. Вот. Она была уже подготовленным ребенком, у нее была, в принципе, очень хорошая подготовка. Благодарю предыдущих преподавателей. Вот. Но были, конечно, свои недочеты. И мы начали с Соней работать. У нее определенный характер движений. То есть она более лиричная, она более вот такая вот пластичная, вот. Но первый год мы работали в таком стиле, но в этом году мы решили выйти из зоны комфорта, и мы взяли более характерные такие вот танцевальные па. Вот. Сейчас мы готовим танец Кармен, это в принципе по характеру очень сложный танец. Вот. И для Сони это действительно очень большой выход из зоны комфорта. Она молодец, она справляется очень хорошо. Вот. Ну и в течение 2 лет, в принципе, выросла очень. Например, мы работаем на пуантах, это уже более уверенные движения, более четкие, правильные линии. Вот. Ну, со спиной мы еще работаем, конечно, со спиной нам надо еще поработать. Вот. А так, в принципе, Соней я очень довольна, я с превеликим удовольствием с ней работаю. В этой программе вы будете наблюдать за качественными преображениями Сони, и над ними будет работать целая команда. Я в роли преподавателя этикета и элегантности манер, психолог, косметолог, стилист и команда по созданию красоты. Да, очень много работы впереди, но начнем с сеанса психолога. Мы пригласили Марину Генч в наш центр, потому что для нас важны не только внешние изменения нашей героини, но и работа над улучшением эмоционального состояния Сони. На сегодня мы с Соней встретились уже 3 раза. Естественно, работа не такая быстрая, да, когда мы работаем в какой-то психологический процесс. В основном сейчас мы работаем над тем, чтобы создался у нас контакт. Это называется альянс между терапевтом и клиентом, потому что очень важно, чтобы человек, особенно подросток, мог доверять. Есть особенности в работе с подростками, так как я это объясняю своим друзьям или каким-то мамам, которые очень переживают, что подросток — это кто? Это уже и не ребенок, и еще не взрослый.
И он как будто бы стоит на таком мостике, где он пытается перейти, да, с детского состояния во взрослое, и немножко не понимает, кто он, что он чувствует. Очень много внутренних изменений, гормональных изменений вообще в общем. И мы их так называем образно потеряшки. Они сами себя трудно понимают, поэтому у них часто бывает, что нарушаются контакты с родителями и с друзьями, потому что очень много всего, трудно даже понять, что конкретно ты чувствуешь. И психолог в этот момент для такого ребенка, подростка выступает в роли друга, как бы дает руку, да, и помогает перейти вот этот вот сложный период с одного состояния в другое. И одновременно с родителями идет работа, то есть тоже объясняются все эти процессы, и немножечко снимается тревога. Так как активно происходит в подростковом возрасте сепарация, да, дети резко начинают отделяться, закрываться, и для некоторых родителей это очень страшно, иногда непереносимо, очень тревожно, непонятно, что случилось с их ребенком. Он вроде бы был такой милый, добрый, и вдруг стал такой злой, агрессивный. Поэтому многим родителям тоже нужна помощь в такой период. Ребенок отстаивает активно свои границы. Что может происходить? Закрывать дверь, просить стучаться в его комнату, не заходить без приглашения. Это все нужно соблюдать, стараться соблюдать. Он может закрываться, в основном не хочет разговаривать с родителями, а только с друзьями. Авторитет становится как бы социум, да, друзья. Для родителей тут важно найти контакт, поинтересоваться жизнью новой ребенка своего, стараться без каких-то осуждений, без советов, на равных разговаривать, но все-таки держать взрослую позицию, потому что подросток, он еще не взрослый человек, он все равно нуждается в поддержке, да, и защите взрослого. Поэтому важно контролировать все равно, где ребенок находится, с кем он общается. Сам подросток не в состоянии еще, так как он еще недостаточно взрослый, это анализировать и понимать, что он все делает правильно и может быть небезопасным. Например, сейчас легкодоступные наркотические средства, алкоголь, сигареты, это все в этом возрасте активно могут пробовать подростки. Для них это означает «я взрослый», если я это могу делать. Тут поэтому важно большое внимание к таким детям, замечать их настроение, что не так, много разговаривать. В подростковом периоде мы уже говорили о том, что самым важным этапом является эта сепарация, то есть взросление, отделение от родителей, да, и формирование собственного «я» и построение своей собственной взрослой жизни. Если в этом возрасте как-то упустить этот момент, неправильно что-то пойдет, это очень сильно может влиять на дальнейшую взрослую жизнь. То есть ребенку будет трудно отстаивать свои границы, добиваться собственных целей, трудно будет в будущем построить собственную семью. И если вы, как родители, замечаете, что внутри вас много тревог, что вас покидает ваш ребенок, возможно, это и в вас есть какие-то страхи отпустить своего ребенка во взрослую жизнь. Тут тоже может потребоваться какая-то, может быть, помощь психолога, терапия, понять, почему так трудно отпускать детей во взрослую жизнь. В подростковом периоде нужно стараться уже быть своему ребенку не родителем, как раньше, да, когда мы сильно опекали, а уже больше стать ему другом, каким-то партнером. И в этот момент очень важно, чтобы отец подключался к коммуникации с подростком, так как в социум, как правило, это задача отца — выводить детей. И тут вот немного стабилизировать подростка именно может папа помочь. Потому что мама все-таки больше за домашнее, за то, чтобы общаться именно с маленькими детьми. И поэтому именно у мам трудно получается выстраивать чаще всего контакт с подросшим ребенком. Я тоже так же, как и все родители, проходила этот период, когда мой ребенок был подростком, мой старший сын. И помню все эти свои собственные переживания, вообще непонимание, что с этим делать, потому что ребенок иногда просто превращается из милого, воспитанного и доброго в агрессивного такого волчонка. В то время я читала и пыталась найти много литературы, как правильно общаться с подростком, но практически ее нет. Про воспитание маленьких детей достаточно много литературы можно найти, про подростков очень мало. И прям какие-то крупицы, все, что я находила, пыталась, да, и понять, и много разговаривала со своим сыном. Но подросток тоже не в состоянии объяснить, что с ним происходит. В моменты агрессии, да, какие-то конфликты, когда он успокаивался, он говорил: извините, я сам не знаю, что со мной происходит, вот у меня такие вспышки. То есть как бы и для него это тоже очень такой сложный период. И если неправильно выстраивать коммуникацию, то и у детей может быть огромное чувство вины после этого, стыда.
и прям вот просто рушатся все отношения с родными. Если вы чувствуете, что что-то идет не так, что вы зашли в тупик, у вас никак не получается найти новый контакт с вашим ребенком, не стесняйтесь обратиться к психологу. Иногда это единственный выход, чтобы какой-то был нейтральный человек между вами и вашим ребенком, и вы по-новому как-то научились слышать друг друга и наладили новые отношения. И это может помочь как и родителям, так и детям. Сегодня я тебе даю домашнее задание. Это вот такая таблица. Это таблица, по которой ты сама себя будешь оценивать от 1 до 10. То есть смотри, здесь написано внешний вид. Ты оцениваешь, сколько баллов даешь от 1 до 10. Как ты сама себя чувствуешь? Рост, вес, пропорции, осанка, цвет волос. Абсолютно все. Поняла? Вот я даю одну такую копию для тебя. И одну копию я тебе даю, чтобы ты попросила свою семью точно так же это заполнить, хорошо? Тебе не обязательно потом это просматривать, это такой как немножко психологический тест, да, твоего восприятия себя, и это очень важно. Ты запомнила от 1 до 10.